Друзья, всем привет, с вами Михаил. Сегодня 17 октября и снова летим в Ростов-на-Дону, только уже из Санкт-Петербурга, аэропорт Пулково. Авиакомпания «Азимут», вылет 20:05, самолет Сухой Суперджет. Осталось меньше 2 часов на посадку. Прозрачный пластиковый пакет объемом не более 1 литра. Все жидкости, превышающие указанную норму. Номер выхода назначили R01, это где-то там. Уважаемые друзья пассажиры, в Пулково воду нужно выкидывать. То есть в других аэропортах, не во всех, но в некоторых можно проносить. То есть сканер, видимо, считывает ее как воду, неопасную жидкость, а в Пулково надо выбрасывать. Но, к сожалению, это не очень удобно. Да, это в соответствии с правилами, но это, конечно, уже прошлый век. Справа плакаты лучших сотрудников. Я их как-то показывал в одном из обзоров. Давайте еще раз посмотрим. Дальше по коридорам направо-налево через Duty Free выходим в зону ожидания посадки. На улице уже стемнело. Времени без 8 минут 7. Чуть больше, чем через час будет вылет в Ростов. А нет, я вас обманул. Налево поворачивать не надо. Через Duty Free тоже. Вот R01 прямо. Добрый вечер. Здравствуйте. Окей, работает? Здравствуйте. Добро пожаловать. Мы искренне рады, что вы выбрали авиакомпанию «Азимут» для своего путешествия. Пожалуйста, занимайте места, указанные в ваших посадочных талонах. Ручная кладь должна быть размещена на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. Аварийные выходы и проходы должны быть свободны от ручной клади. Благодарим за внимание. Меня зовут Владимир Максименко. От всего экипажа и компании «Азимут» приветствует на борту самолета «Сухой Суперджет 100». Наш рейс выполняется по маршруту Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, аэропорт Платов. Время в пути состоит 2 часа 20 минут, расстояние 1800 километров. Наш полет будет проходить на высоте 11 700 метров с азимутом полета 150 градусов. Желаю приятного полета.
Good evening, ladies and gentlemen, this is Captain speaking. My name is Vladimir Maximenko. On behalf of crew and Azimut Airlines, I would like to welcome you aboard the aircraft Sukhoi Superjet 100. Our flight today is from St. Petersburg to Rostov-on-Don Plato Airport. Flight time will be 2 hours 20 minutes. Distance is 1,800 kilometers. We will fly at level DC-10 with azimuth is 150 degrees. I wish you a pleasant flight. Дамы и господа, мы заботимся о вашем благополучии, поэтому бортовой журнал «Ваш Азимут» доступен для скачивания и просмотра в электронном виде. Вы можете скачать номер в формате PDF до того, как мы попросим вас выключить электронное устройство. Чтобы скачать бортовой журнал, отсканируйте QR-код, расположенный на спинке впереди стоящего кресла, и перейдите по ссылке. На страницах журнала вас ждут увлекательные интервью, репортажи и свежие новости авиакомпании «Азимут». Также вы узнаете в наглядной и доступной форме о требованиях законодательства Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности и правилах поведения пассажиров при предполетном обслуживании на борту воздушных судов авиакомпании «Азимут». Дамы и господа, меня зовут Денис, я старший бортпроводник экипажа. Приветствую вас на борту самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который назван в честь реки Нева. Наш экипаж желает вам приятного полета. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, my name is Dennis, I'm the person of the cabin crew. Welcome on board the Sukhoi Superjet 100 aircraft of the Azimut Airlines, named after the river Neva. We wish you a pleasant flight. Thank you for your attention. Дамы и господа, на основании методических указаний Росавиации все пассажиры должны находиться в масках в течение всего полета. Верхнюю одежду необходимо разместить на багажной полке и не доставать без уважительной причины. Если вам понадобится верхняя одежда в рейсе, проинформируйте об этом бортпроводника. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, according to the guidance of the Federal Air Transport Agency of the Russian Federation, all the passenger masks must put on during the entire flight. Overwear must be placed on the overhead pins and not taken out without good reason. If you need to overwear during the flight, please inform the flight attendant. Thank you for your attention. Дамы и господа, пожалуйста, обратите внимание на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования нашего самолета. Ladies and gentlemen, please take notice of the safety features demonstration of our aircraft. Аварийные выходы расположены слева и справа по борту. 2 в передней части самолета, 2 в хвостовой части самолета. Emergency exits are located on either side, 2 at the front, 2 at the rear of the cabin. Все аварийные выходы оборудованы трапами. При открытии двери трапы надуваются автоматически. All emergency exits are equipped with automatically inflating evacuation slides. Каждый выход обозначен световым табло «Выход». Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. Each exit is marked with an exit sign. Please take a moment to note the exit nearest to you. Светящиеся дорожки на полу указывают направление к выходам. The floor lighting system directs you to the emergency exits. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. In the event of decompression, your oxygen mask will automatically drop down from the overhead panels. Потяните маску на себя, плотно прижмите маску к носу и рту, закрепите, как мы демонстрируем. Дышите нормально. Pull the mask towards you. Place the mask over your nose and mouth. Secure it as we are demonstrating. Breathe normally. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. If you travel with a child, put on your mask first, then put a mask on your child. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения табло «Застегните ремни». Your safety belts should be firmly fastened as soon as the fasten seat belt sign is switched on. Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечник в пряжку. To fasten your seat belt, insert the metal tip into the buckle. Туго затяните ремень. Tighten the strap. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. To release the seat belt, lift the buckle cover. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане кресла перед вами. Посмотрите ее внимательно. Благодарим за внимание. For details, please refer to the safety information card located in your seat pockets. Please read it carefully. Thank you.
господа, на время взлета мы выключаем основное освещение. Вы можете воспользоваться лампочкой индивидуального освещения, расположенной над вашим креслом. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we'll be dimming the general cabin lights for takeoff. You may use your reading light located over your seat. Thank you for your attention. К взлету. Просим вас убедиться, что ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Все виды электронных устройств и мобильные телефоны переведены в авиарежим или выключены. Благодарим за внимание. Расположена впереди хвостовой частях самолета. Туалетные комнаты оборудованы детекторами дыма. Напоминаем вам, что на борту воздушного судна запрещено употребление алкогольных напитков, принесенных с собой, и курение, в том числе электронных сигарет. В полете мы предложим вам напитки. По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, к бортпроводникам. Кнопка вызова находится в панели над вашим креслом. Благодарим за внимание.
спинку кресла в вертикальное положение. Уберите откидной столик, откройте шторку иллюминатора. Все виды электронных устройств и мобильные телефоны должны быть переведены в авиарежим или выключены. Мы прибываем в Ростов-на-Дону через 20 минут. Погода хорошая, температура воздуха 11 градусов. Благодарю за внимание. Дамы и господа, добро пожаловать в Ростов-на-Дону. Просим вас оставаться на своих местах, застегнутыми ремнями безопасности, до выключения табло застегните ремни. Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Надеемся, что полет вам понравился и вы вновь воспользуетесь услугами авиакомпании «Азимут». Мы будем рады новой встрече с вами, благодарим за внимание. Дамы и господа, просим пассажиров, продолжающих свое путешествие с авиакомпанией «Азимут», пройти по указателям в трансферную зону. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, the passengers who continue on their flight with Azimuth Airlines are requested to proceed the transfer area following direction signs. Thank you for your attention. Дамы и господа, предлагаем воспользоваться онлайн-услугами на официальном сайте авиакомпании azimut.aero. На портале компании вы можете пройти онлайн-регистрацию, заказать дополнительные услуги и получить необходимую информацию. Приобретая билеты на официальном сайте azimut.aero, дополнительные сборы не оплачиваются. Благодарим за внимание. До свидания, Всего спасибо доброго, за до рейс. свидания. Место встречи находится прямо перед зоной выхода из прилета. По центру на первом этаже есть разные киоски в виде домиков, аптека, здесь массажный салон. Далее можно перекусить вот в этой кафешке или это ресторанчик, может быть, я не знаю. Массажные кресла какие-то, а здесь простые кресла. Люди уже спят. Сейчас
11 час вечера. Так, давайте выйдем, посмотрим, что там еще такое установлено. Какие-то палатки. Диагностика на ковид. В Ростове тепло, плюс 11. Капитан сказал, хотя по ощущениям даже, наверное, теплее. Так, теперь подойдем к этим ковидным точкам. Сразу 3 автомобиля. Экспресс-тест, видимо. В первую очередь ориентированы, скорее всего, на иностранных туристов, которые улетают за границу. Здесь стоит автобус номер 700. Идет до ЖД вокзала в Ростов. Фонтан здесь уже не работает. Не потому что ночь, а потому что уже холодно ему работать. Вот так выглядит аэропортовая площадь. Такой мостик, как бы через реку, через Дон символизирует вот эта крыша. Ну и это тоже. Достаточно спокойно, пассажиров немного, уже поздний вечер, поэтому и рейсов мало тоже. Да, и фонтан еще вот здесь ремонтируют. Поэтому в следующем году, наверное, должен быть обновленный фонтан. А вот там находится VIP-терминал, отдельное здание. Кстати, обратите внимание на скамеечки, они здесь есть. Это даже не скамеечки, а что-то такое дизайнерское. Они подсвечены вот так вот. Там шум от какого-то самолета. А, это Азимут Суперджет. Куда-то дальше полетел. Вот такая вот общая картина аэропортовой площади. Друзья, прилетели в Ростов, аэропорт Платов. Погода здесь хорошая, даже ветров фактически нет. В Пулково я поснимал все, что смог. Там особо нечего было снимать. Посадка была через телетрап. Это было, конечно, хорошо и удобно. 5 ставлю. В авиакомпании Азимут, к сожалению, не смог снять все, что хотел из-за ковидных ограничений. Но, скажем так, нужно их понять и простить, и принять ситуацию, как она есть. Поэтому со скидкой, тоже 5 баллов. И аэропорт Платов нормально, отлично. Тоже к телетрапу нас припарковали. Отличный аэропорт. Сейчас спокойно, хорошо, замечательно. Погодой порадовал. А на этом я буду закруглять этот обзор, потому что мне уже надо сейчас идти на пересадку дальше авиакомпании Азимут в Екатеринбург. Вообще в Екатеринбург из Ростова летают всего 2 авиакомпании, это Азимут и Нордстар. В Нордстаре вообще снимать не получится фактически. Поэтому тут всего 2 альтернативы, лечу Азимутом. Вылет у меня будет уже ночной, там идет регистрация, поэтому буду завершать. Призываю вас подписаться, где-то вот здесь вот подписаться надо, чтобы не пропустить будущие обзоры. Я надеюсь, что вид Санкт-Петербурга вас порадовал. Всем отличной погоды, наверное, уже зимней. Всем пока и доброй ночи.